Всем привет! Сегодня мы поговорим про Household Benefits Package. Это специальная такая доплата, специальная такая программа для того, чтобы помочь людям по оплате за отопление, то есть, да, на электричество и за ТВ-лицензию. То есть это комплексный, он так и называется, да, пакет льгот для домохозяйств. Про это мало кто знает. Обратно же тут есть специфические критерии для того, чтобы его получить. Не всем он доступен. Но факт остается фактом, что никто про это не говорит, а это все можно оформить даже в My Welfare. То есть заходите в My Welfare, сразу покажу вам, в раздел, да, здоровье, инвалидность, болезни, и это называется бытовое пособие. Нажимаете подать заявку, и в онлайне вы все это можете сделать. Сейчас я подробно расскажу, да, какие преимущества, сколько денег компенсируется, чтобы вы понимали. Ссылочку на все вот эти, да, на саму программу и на то, где находится она в My Welfare, прям я оставлю вот эту вот ссылочку на прямую, вы прям можете в описании к этому видео перейти сразу по этой ссылке, и вас сразу перенесет на вот эту вот страницу, да, где вам осталось только войти в свой аккаунт и потом нажать «Подать заявку». Или вы можете сразу нажать «Подать заявку», вам предложат войти в ваш аккаунт MyWelfare и дальше начнете заполнять эту заявку. Там ничего сложного в заявке нету. Там вопросы вы сможете их перевести с помощью переводчика. Если вы делаете это на лэптопе, либо на компьютере, то автоматически, да, Google Chrome все переводит. То есть вы все там поймете, там вообще все элементарно. Там 5 или 6 вопросов вы заполняете, отвечаете, потом вводите номер своего счета. То есть там все вообще интуитивно. То есть показывать инструкцию, как заполнять, нет смысла. Лучше поговорить про сам этот, да, пакет льгот для домохозяйств, чтобы понять, кто на него может претендовать и что вообще там дают. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментарии. Это очень важно для развития канала. Также вы можете в конце вот это вот всего, да, это все странички, есть еще форма заявления, то есть в виде PDF файла. Вы можете скачать ее, и вот она вот так вот выглядит. Либо еще один вариант, вы идете просто в Intreo, говорите, мне нужен, да, Household Benefits Page, то есть форма HB1, вот название формы. Либо у них есть информативное такое да, стенд, и там всегда лежат бесплатно, то есть просто все возможные application, то есть заявления, которые вообще возможны. Вы просто можете найти, да, HB1 вот эту вот форму, прийти домой и спокойно заполнить без проблем. Вот видите, все вопросы вы здесь заполняете, но когда заполняете в онлайне, вот здесь вот, да, то есть здесь намного меньше заполняется, потому что здесь сразу подвязывается вся ваша информация, там, PPS, где вы живете, они уже знают, с кем вы живете, что вы получаете, либо не получаете. То есть, когда вы онлайн заполняете, то там намного меньше вопросов, потому что в этом сервисе MyWelfare уже они знают о вас практически все. А здесь, получается, вы все заполняете с нуля. Где живете, с кем живете, как вас зовут, PPS, адрес, и поехало, пошло. Вы понимаете, вот почему столько, да, ну, 4 странички не так уж и много, это реально заполнить, не знаю, там за 10 минут, да, грубо говоря. Если человек постарше, ему сложнее, да, там плюс надо переводчиком пользоваться, ну, может, 15 минут. Все, потом пошел, отнес в Интрео вот эту вот форму. Если в онлайне, то просто вам придет на электронную почту ответ, одобрили вам или нет, и по причине какой не одобрили, что, почему вы не подходите, да, под эти параметры. Давайте теперь рассмотрим, что же дает, да, пакет льгот для домохозяйств, что в него входит, на что вы можете претендовать, если вам его одобрят. Ребята, в пакет социальных пособий для домохозяйств предусмотрено два пособия. Пособие номер один. Компенсация на электроэнергию в размере 35 евро в месяц. 1 евро 15 центов в день. Кто-то скажет, да, это мало, это как-то несерьезно, да, но если вы его будете получать год, то за год это уже, как сказать, ну, нормальная сумма, и все-таки те люди, которые мало пользуются электричеством, то для них это ощутимо. Следующая компенсация, это возможно на природный газ в размере тоже 35 евро, то есть 1 евро 15 центов в день. То есть это для тех, кто, кто живет в домах, понятное дело. То есть вы там выбираете на выбор, там будет прям
3 графы, что вы выбираете. И последнее, да, это бесплатная телевизионная лицензия. Смотрите, и там будет три выбора, что вы можете выбрать. Первое это оплата электроэнергии с ТВ-лицензией. Второй вариант это оплата природного газа и ТВ-лицензия. И третий вариант внизу будет, это просто ТВ-лицензия, если вы хотите просто иметь бесплатную ТВ-лицензию. Кто не знает, в Ирландии есть ТВ-лицензия, я снимал про это ролик, вот здесь вверху можете посмотреть. 140 евро в год стоит эта лицензия, если у вас просто есть телевизор. Кто не понимает, то есть владеть телевизором в Ирландии стоит 140 евро в год. Неважно, пользуетесь вы ним или нет, подключено у вас телевидение туда или нет, неважно. Если у вас есть телевизор, то вы обязаны оформить себе ТВ-лицензию, которая стоит 140 евро в год, но в нее не входит никаких передач, никаких пакетов. Это просто за то, что вы владеете телевизором. На мониторы, лэптопы, то есть ноутбуки, компьютеры это не распространяется. К нам такой дядечка приходил, у нас тогда телевизора не было еще, пока он не приходил, то есть по факту все, у кого есть телевизоры, обязаны оформить ТВ-лицензию. Если вы нарушаете закон, то есть и не оплачиваете, да, то есть у вас есть телевизор, вы как-то это скрываете, то если инспектор это узнает, каким образом он это узнает, но тут уже вопрос другой. Кто-то рассказывает, что они в окна заглядывают и смотрят, если видно, да, они делают фотографию, потому что многие вообще ирландцы, как вы видели, не знаю, кто ходит по вечерам, да, по городу, я хожу, и они прям, у них все на распашку, и они не стесняются, сидят прям, кушают, смотрят телевизор, у них все открыто, все доступно, никто не ставит огромные заборы, то есть, и сразу человек видит, если по этому адресу нету ТВ-лицензии, то он фотографирует, и потом приходит вам письмо счастья, штрафы. Штраф может быть до 2000 евро, то есть серьезный штраф. Лучше заплатить эти 140 евро и, как говорится, забыть про лишнюю головную боль. Вот что может вам предоставить вот этот вот да, пакетную льгот для домохозяйств. Кто получает право на вот это вот да, пособие для домохозяйств. То есть вот критерии. И в эти критерии, конечно, входят люди с ограниченными возможностями и люди старше 70 лет. Как я понимаю, все, кто в Ирландии старше 70 лет, они подаются на вот эту вот помощь, и они получают бесплатную ТВ-лицензию, плюс какую-то символическую, но доплату от государства, да, либо за электроэнергию, либо за газ. Хорошо, да. Также люди могут и другие претендовать на эту выплату, но смотрите, вы должны получать тогда одно из вот этих вот пособий, да, то есть я так понимаю, что все, кто после 70 лет, они могут автоматом заполнил, и все там каждый год, наверное, либо продлевается, либо как-то они заполняют каждый год. Неважно, это не наш вариант, да, наш вариант это люди, которые, ну, младше 70 лет, то есть намного, кто может, да, получать. То есть если вам меньше 66 лет, то вы обязаны получать больше 12 месяцев, да, если по инвалидности, я понимаю, там не нужно иметь, потому что тут нет указаний, видите, вот доплата за нетрудоспособность минимум 12 месяцев, а все остальные пособия указаны, что не нужно. То есть получил сразу пособие, на следующий день, если у вас есть одно из этих пособий, на следующий день может подаваться уже на вот это вот, да, доплату пособия на домохозяйство. То есть пособие по инвалидности, пенсия по инвалидности, пенсия для слепых, доплата за нетрудоспособность, пособие по уходу за близким человеком. То есть вот эти вот только вот эти вот получается выплаты, если вы их получаете, то вы можете спокойно брать и заполнять себе вот этот application на вот эту вот помощь. То есть не волнуйтесь, вам одобрят 99%. Если вы от 66 до 70 лет и старше, то вам тоже нет проблем, вам все одобрят. То есть это пособие
которая больше рассчитана на людей с ограниченными возможностями, старых людей, то есть людей, которые, да, немножко уязвимы в этом обществе. Но мы должны не забывать, что инвалидом можно стать и в 20 лет, и в 25, и так далее, тому подобное. И многие украинцы и сейчас инвалиды, да, и многие живут там и по ARP, и либо сами снимают, и если они не знают про такую выплату, то вы, пожалуйста, сейчас можете перейти по ссылочке, которая в описании, все это прочитать, заполнить и получить свой официальный, на то, что вы, да, ну, то, что вам положено по закону, по факту, вы же понимаете, что тут автоматом ничего не дают. Вот в чем фишка, что многого мы не знаем и многое нам не рассказывают. Из-за этого мы подаемся на какие-то программы, либо на какие-то бенефиты, либо на какую-то, да, там, скидки, неважно. То есть на что-либо мы подаемся все позже. В большинстве случаев люди об этом не знают, потом удивляются. Я мог на это претендовать, потому что никто не рассказывает. Автоматом ничего, видите, здесь не подвязывается, ничего не ставится. То есть в прямом смысле все нужно самому делать. То есть ты можешь жить годами, да, и претендовать на, ну, то есть твоя квалификация подходит под какую-то выплату, либо под какую-то программу. Но от твоего незнания ты просто не подался на нее и упустил какую-то выгоду для себя. Любая выгода, которая на которую вы претендуете по закону, это нет ничего зазорного на нее податься и ее получить. С этим лично у меня проблем нет. Если на что-то мы претендуем, я и моя семья, мы подаемся и никак, знаете, нигде ничего не ёкать, потому что это все по закону. Мы никого не обманываем, мы систему никак не пытаемся на одном месте, да, покрутить. То есть мы все делаем в легальном поле. Так почему бы нет и податься и попробовать что-то получить, не то что что-то получить, а то, что положено получить. Не претендовать на что-то больше и где-то как-то слукавить, да, или сманипулировать и получить что-то. Нет. Если это положено, пожалуйста, не положено, отказ. Вот ренсуплемент мы подавались, отказано. Все, никаких проблем, никаких пытаний, никаких вопросов. Почему отказано? Потому что работаем полный рабочий день. То есть есть человек, который работает полный рабочий день. То есть если в вашей семье работает хотя бы один человек полный рабочий день, рент-суплемент, то есть помощь по оплате за вашу аренду, нет смысла подаваться. Если вы вдвоем работаете не полный рабочий день, пожалуйста, подавайтесь. Там, возможно, у вас будет одобрение. Самый лучший вариант это вообще не работать никому, тогда будет вам рент-суплемент, либо чтобы в семье работал один человек, но не полный рабочий день, тогда тоже вам будет рент-суплемент. То есть обратно же, парадокс. Чем меньше в семье кто-то чем-то занимается, тем больше ваша семья получает от государства различных бенефитов, социалов, программ и помощи. Работаете, пожалуйста, платите большие налоги. 2 работы, больше налогов и так далее. Вы поняли, да, по экспанте вверх. Так что вот такая вот программка есть, знайте про нее. Пакет еще раз называется «Льгот для домохозяйств». Кто не знал, заходите, читайте, ознакомьтесь, переходите, заполняйте, не стесняйтесь, пробуйте. Здесь ничего зазорного нету, советую всем заполнять в онлайне, потому что это быстро, минимальное количество времени занимает, и ответ будет намного быстрее, чем, я так понимаю, в бумажном варианте. Всем добра, позитива, мирного неба. Всегда держу в курсе.